Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, полезно, красиво и иногда даже что-нибудь такое экзотическое мы с вами делаем. Друзья, сегодня я вам предлагаю вместе со мной сделать творожные глазированные сырки. Вы даже не можете себе представить, какое-то экзотическое блюдо у нас для русскоговорящих или с Восточной Европы людей, потому как здесь у нас в Дании нет ни творога, ни этих сырков. В последнее время они иногда продаются в Лидле по каким-то там специальным экзотическим неделям, знаете, то мексиканское, то восточноевропейское, вот, и из Литвы к нам привозят эти самые глазированные сырки. Мы, конечно же, ждем их, но, тем не менее, злоупотреблять этими сырками нельзя, потому как у меня была одна клиентка, и я никак не понимала, что же такого неправильного она делает. Она должна была похудеть на 17 килограмм, и в итоге она это сделала, но когда она говорила, что она ест, вот она ест творог, да, маленький кусочек темного шоколада с фруктами, это бывает у нее там на перекус или же на завтрак, и я не понимала, ну что ж такое, что неправильного она делает. И в итоге оказалось, что вместо творога она ела эти самые глазированные сырки, которые просто космическая калорийная бомба. Друзья, сегодня мы с вами сделаем наш домашний рецепт, который будет очень вкусным, полезным, абсолютно без сахара, и вреда вашей фигуре эти сырки никогда не принесут. Ну что, идемте готовить. Для приготовления нашего блюда нам понадобится силиконовая форма, ложечка, лопатка, кисточка, маленькое полотенце и из продуктов питания полкилограмма протертого творога, 100 грамм шоколада, у меня он 75%, то есть такой темный качественный шоколад, 100 грамм кокосовой стружки и буквально 3 столовые ложки масла. Масло должно быть мягким. Вот эти продукты нам с вами сегодня и понадобятся. Начинаем готовить. В творог мы добавляем кокосовую стружку и масло. Теперь это все хорошенечко вымешиваем до однородной массы. Кокосовая стружка нам даст сладость, а масло сливочное поспособствует тому, чтобы наша творожная масса быстрее застыла. И наш сырок получился таким настоящим. Также, возвращаясь к кокосовой стружке, кокос обладает таким свойством, он хорошенечко впитывает влагу. То есть наш творог будет более сухим, то, что нам и нужно. Теперь мы берем наш шоколад, добавим буквально немножко воды сюда и отправим его в микроволновую печь для того, чтобы он растопился. В шоколад я добавила буквально капельку водички и поставила в микроволновую печь. Теперь мы должны ее закрыть и выставить на самый большой температурный режим на 30 секунд для начала. Потом проверим и перемешаем все, и покажу вам сейчас. Наш шоколад, видите, растопился. И теперь мы должны с вами все делать быстро. Шоколад выливаем по чуть-чуть в формочку, каждую ячейку. И сейчас мы это все будем смазывать кисточкой. Делаем все быстро, пока шоколад не застыл. Бум. Смазываем по всем краям нашей формы. Так. Это делаем со всеми ячейками.
Вот так, видите, выглядит наша форма. Сейчас я полностью все смазала, все краюшки. Теперь берем нашу творожную массу ложечкой и выкладываем поверх шоколада с помощью 2 ложечек. Так, сначала выложим, а потом разровняем. Все это красиво. Теперь с помощью силиконовой лопаточки мы вот так вот все с вами аккуратненько разровняем. Вот что у нас с вами получилось на данном этапе. И теперь я беру свое яблочное пюре, про которое я забыла вам сказать в начале видео. И буквально по 1 чайной ложечке мы кладем вот поверх этой творожной массы, чтобы у нас была такая небольшая прослоечка. Яблочное пюре придаст сладость и пикантный вкус нашим сыркам. Яблочное пюре я всегда делаю сама. У нас очень много яблок осенью. И я делаю пюре и обязательно замораживаю это пюре. Потом добавляю его вместо сахара во все свои сладкие рецепты. Сейчас мы наши творожные сырки отправляем в морозильную камеру на часа 2. И потом, когда они застынут, мы с вами их покроем шоколадом. Наши сырки замерзли. Видите, они такие стали. Ну, замерзли. И теперь самое время покрыть нижнюю часть сырка шоколадом, который я уже опять растопила. Шоколад должен быть очень горячим, иначе он будет плохо ложиться. Ну и теперь мы отправляем наши творожные сырки в морозилку еще где-то на час. И до встречи на кухне, где я вам покажу готовый продукт. Вот наши творожные сырки уже и подмерзли, и теперь мы их аккуратненько должны достать из формочки. Формочка силиконовая, и достаются они очень даже хорошо и легко. Та-дам! Посмотрите, что у нас с вами такое получилось. Упс. Выкладываем красиво на тарелочку. И то же самое делаем с остальными сырками. Ну вы только посмотрите, что у нас с вами за красота получилась. Посмотрите на эти глазированные сырки, которые пахнут ну просто неимоверно вкусно, и они такие красивые. Я, с вашего позволения, поставлю их сюда. Как вы могли уже заметить, их стало буквально на 3 штучки меньше, потому как все хотели попробовать. Ребята, очень и очень хороший рецепт. Вкусно, полезно, не калорийно, чудесный снэк, перекус, завтрак, как угодно. Детки полюбят обязательно эти глазированные сырки. Но если что, вы, когда будете делать, мой вам совет: не экономьте на шоколаде, потому как у меня было недостаточно много горького этого шоколада, а если бы было буквально на грамм 50 больше, тогда бы они полностью все покрылись, и шоколад был бы более плотным. И, конечно же, видите, у меня в некоторых местах такие пробелы, потому как я пожадничала. Вот. Еще что можно сделать с этими сырками? Вы можете просто-напросто растопить шоколад в стакане, взять эти сырки на палочку и вот так вот повертеть, и они тоже будут великолепно покрыты полностью этим шоколадом. Но у меня была формочка, и поэтому я так сделала. Так что, мои дорогие, очень вкусно, рекомендую. Вместо кокоса вы можете добавлять также и какао, то есть у вас будут они такие, знаете, кофейные или шоколадные, уж с шоколадом. Но с кокосом тоже очень-очень-очень вкусненько. Так что, мои хорошие, пробуйте, экспериментируйте, готовьте, не ленитесь, пожалуйста. Пусть ваша кухня и ваш рацион будет очень и очень разнообразным. И, конечно же, такие десерты можно есть всем.
Спасибо, мои хорошие, что и сегодня были со мной. Спасибо, что вас у меня становится все больше и больше. Всех вас люблю, обнимаю и до новых встреч, до новых полезных рецептов. С вами была наша Виктория. Пока!